Всем привет! В этом видео мы будем с вами вязать глазки, вывязывать их уже на готовой голове. Глазки для куколки. Для глазок я взяла такую пряжу. Успешная пехорка. Пехорка успешная. И размер, значит, в 220 граммах 220 метров в 50 граммах. Вот такой вот толщина. Она не толстая, тоненькая такая. Вот, берем готовую голову. Размещаем наши маркеры, иголочки. Между ними отсчитываем, сейчас скажу, 14 вроде бы или 13. 13 столбиков между ними. Вот. Затем берем нашу ниточку черного цвета. И будем обвязывать. Сейчас я покажу наглядно. Значит, вот наша иголочка. Вот серединка, да? Это серединка 4 столбиков. Вот 1, 2, 3, 4. Вот эти вот 4 столбика мы будем обвязывать. Такой вот квадратик. Так, вводим иголочку в угол квадрата. По диагонали в следующий угол. Потом выводим третий. И вот так вот крестик делаем сначала. Потом все края проходим. Проходим все края и затем просто наполняем серединку, вышивая по диагонали. Вот. Сильно не утягиваем. Так вот. И вот так вот по диагонали. Если вдруг где-нибудь что-то не заполнится ниточкой, ничего страшного, у вас для этого приобретите акриловую краску черную, которой можно на тканях рисовать, красить, и ею можно закрасить, если вдруг немножечко не заполнится, потому что нам надо, чтобы ниточка легла рядышком, не друг на дружку. Чтобы не выпуклый получился зрачок, а такой, ну, он-то получится немножко выпуклый, но чтобы не чересчур уж прям. Поэтому мы ниточку укладываем рядышком, ряд за рядом. Вот так вот сначала мы пройдемся по этому краю, а потом выведем сюда и здесь пройдемся. И далее, чтобы немножечко нам округлить наши вот эти вот уголочки, выводим ниточку посередине. Сначала одного края, вот, вводим посерединке другого края и выводим в уголок. Ниточку эту укладываем за иголкой. Так, таким вот образом. Вводим сюда же в этот угол. Вводим к следующую сторону. Так, далее выводим вот сюда и выводим в уголочек. Также ниточка у нас за иголкой. Так вот. Выводим сюда.
так округлим 4 наших угла. Округлим так слегка. Он не сильно округлится, но ну вот примерно вот что-то наподобие такого должно у нас получиться. Это у нас зрачки. Далее берем цвет радужки. Какой вы там хотите, коричневый, голубой, зеленый. Выбираем цвет. Отрезаем ниточку побольше. Там, если что не хватит, можно будет добавить. Вот, я взяла коричневый цвет. Значит, смотрите. Это потом можно закрасить. Мы будем теперь этим цветом обшивать следующий ряд. Следующий квадрат. Ну, в общем, следующий ряд вот так по кругу. Здесь на углу можно будет закруглить. Если хотите, можно просто квадратом сделать, вышить. Вот. Вводим иголочку и начинаем. Вышивать будем здесь квадрат, а именно вот бока и низ. Вверх мы не трогаем. Просто я вам как бы нарисовала, да, вот на что обращаем внимание. Вышиваем вот бок, низ и другой бок. Вводим иголочку в уголок. И начинаем. Тоже укладывая ниточку так, у нас вот он. Укладывая ниточку рядышком, не внахлёст. Немножечко вылезла черной ниточкой, похоже. И вот так вот, обшивая ряд, этот один, доходим до уголка. Дошли до уголочка и вот беремся за, видите, да, вот на галочка. Вот берем вот так вот за одну полосочку. И таким вот образом будем закруглять уголочек этот. Вот так вот. И вот так вот проходимся здесь. Здесь точно так же закругляемся. Здесь немножко по-другому получится закруглиться. Ну, как получится, закругляем. И выходим сюда. Далее отмечаем себе места, где будем вышивать белым цветом. Мы берем, значит, где у нас заканчивается нижний коричневым цветом ряд. От него отсчитываем просто на ряд вверх. И с этой стороны отсчитываем 2 столбика. Здесь точно так же. Отсчитываем 2 столбика в сторону и сверху, где у нас заканчивается, на ряд ниже. И ставим. То есть у нас должно быть вот так вот. Тут ниже, тут чуть выше. Вот. И так берем иголочку, белую пряжу. Будем вывязывать сначала треугольнички такие вот с одной стороны и с другой.
Я вам скажу, еще можно вышивать ниточками мулине, так как там ниточек много, и благодаря тому, что они тоненькие, их много, можно будет разглаживать, ну, распределять ниточки, удобнее будет. В общем, выводим в уголок. Вот у нас тут мы закруглили угол, вот сюда, вот чуть ниже. И вверх. Я в 2 сложения сделала, чтобы меньше было протыкания и как бы быстрее вышить. Но толстую пряжу не советую, потому что она сама по себе толстая выпирает. А это хоть в 2 сложения, она как бы тоненькая ложится аккуратно. Вводим сюда же в уголок и опять выходим сюда. Вот и вот здесь вот вдоль. Опять сюда в угол. То есть делаем такой треугольник из ниточек. Так, здесь я, наверное, сильно ушла в сторону. Сейчас мы тут немножечко поправим. Так вот. И вышиваем вот так вот. Либо вот в уголок выходя. Вот. Либо вот так вот можете вышивать. Как вам удобно, так вышивать. А я буду вот как бы от угла к углу. Потом немножечко в сторону и опять уголочек. Вот. Ну, здесь, я думаю, выровню. Тут меня немножко вот так вот выравниваю. И выведу теперь сюда, с этой стороны. Точно так же. Треугольник. Вот и вышиваем треугольничек точно так же и здесь. Так, теперь нам надо вышить под низом. Вот у нас вывели в уголок, вводим вот сюда. Вывели. И посерединке иголочку. Вводим сюда же, откуда вышла иголка. И в эту сторону выводим. Также выводим с этой стороны. Теперь выводим сюда, в этот угол. Делаем то же самое. В этот уголочек. Так,
И выводим опять сюда, в этот уголочек. И откорректируем наш край, вот этот вот, который мы немножко стянули. Если вдруг у вас стянулось, корректируем. И выводим иголочку в сторону. Вот такие вот глазки. Далее берем черный цвет. Итак, берем черный цвет. Намечаем, значит, по уголкам. И здесь мы вставляем, вот у нас заканчивается коричневая радужка, да, и на столбик сюда, в сторону. Типа вот такого вот полукруга нам надо сделать, примерно хотя бы. Поэтому начинаем. Выводим иголочку сюда в уголок. Чтобы вот так вот легла, у нас вводим сюда иголочку и выводим к этой иголке. Ниточку оставляем за иголочкой, чтобы ее потом вот так вот зафиксировать. Выводим теперь к этому уголочку. Вот сюда же, куда мы выводили. И вот здесь вот поближе. Вот так вот. Чтобы закруглить чуть-чуть. И дальше смотрим, как мы хотим уложить. Значит, нам надо, чтобы закруглилась. Значит, я вывожу вот сюда иголочку. Вот так вот. Неправильно. Вот сюда надо было в угол вывести. Выводим сначала в угол, затем вот сюда и уже выводим с этой стороны. Вот. Чтобы закруглить здесь. И я ориентироваться теперь буду на этот глаз, потому что один глаз вышила. Мне надо одинаково сделать. Вывожу в этот угол. Значит, сюда. И вот где коричневый цвет у меня, вывожу сюда. Здесь закругляем. Так, далее. Здесь у меня ниточка плохо натянулась.
Выводим в этот уголок. Иголка короткая. Значит, как здесь надо сделать? Здесь мы, значит, делаем так. Где-то здесь, наверное, выведу, чтобы тут закруглить. Ну, вроде бы, в принципе, похоже сделала. Ну, а там уже откорректирую черным этим черным цветом акриловой краски. Здесь у меня немножко повылазила ниточка. Ну, я откорректирую, где добавить, там подкрашу, будет потолще. Дальше берем иголочку, можно взять акриловую краску и ставим на зрачках белые точечки. Ставлю здесь. И тут. Потом берем кисточку. Такую вот, желательно, чтобы она была плотненькая. Кисточка для ресниц, там для ресниц, не знаю, какие там кисточки поплотнее. Вот. Берем, опять же, белую краску и вот так вот на наш цвет радужки наносим слегка и размазываем, так чуть-чуть придавая ему отблик такого вот цвета посветлее. Ну и, соответственно, пройдемся по белому цвету, чтобы более так его подровнять, выровнять ниточки, чтобы они краской как бы, благодаря краске мы их, можно сказать, и соединим друг с другом, чтобы они не так выделялись, что это ниточки. Но все равно, конечно, сильно у нас не получится спрятать, но хотя бы сделаем. Вот такие вот глазки. Далее, если у вас есть реснички на клеевой основе, можно приклеить реснички. Вот. А мы сейчас будем вышивать бровки. У меня ресничек пока нет, поэтому вышим бровки, и на этом будет все. Ну вот, для полной картины я одела парик, ей вышила бровки, губки, носик, чтобы было более понятнее, как у нас будут выглядеть глазки. Вот, если вы считаете, что вот эта часть у нас больше, чем должно быть, можно уменьшить на один ряд. Будет более аккуратнее, я думаю. Но это как бы у меня первые глазки, которые я решила вышить и попробовать, что получится. А дальше можно экспериментировать с разными глазами.
Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось и у вас получится.